Всем привет, друзья! Меня зовут Молли, и мне 17 лет. В моей жизни очень мало интересных историй, но есть одна, в которую мне до сих пор трудно поверить. Все события произошли буквально пару месяцев назад. На носу была сдача экзаменов. Каждый день мы сидели на разных уроках и повторяли изученный материал. Я была полностью уверена, что сдам все экзамены на отлично, кроме двух. Два предмета, которые я как ни пыталась, не могла выучить. Химия и биология. Я знала наизусть 3 закона термодинамики по физике. Могла 100 раз прыгнуть на скакалке на уроке физкультуры и выучить самый длинный стих на уроке литературы. Но все, что нам рассказывали на биологии и химии, моя голова отказывалась понимать. Учителя вечно нам твердили, что если есть вопросы или что-то непонятно, можно записаться на дополнительные занятия после уроков. В общем, так я и сделала. На дополнительные занятия я должна была ходить через день. Я очень надеялась, что моя голова не взорвется от перегрузки данных. Учителя по биологии звали Марк. Очень хороший мужчина, который часто шел нашему классу на уступки. Когда я пришла к нему в кабинет, то очень была удивлена тому, насколько он фанат своего дела. Скелеты, разные таблицы и очень много растений. Прям не кабинет, а огород какой-то. Он предложил мне присесть на стул, на который он показал. Но стул был весь какой-то слизи. Извините, но как будто соплями помазан. Поэтому я попросила другой. Когда он заходил к себе в подсобку, я краем глаза увидела что-то невероятно странное. Будто у учителя из-под халата виднелся чешуйчатый хвост. Как у змеи, хотя скорее как у крокодила или ящерицы. Я сразу вспомнила доктора Ящера из Человека-паука. Пока Марк ходил за стулом, я стояла, облокотившись о стол, и ненароком задела пробирку с какой-то жидкостью. Я быстро взяла веник, тряпку и убрала все с пола. Я подумала, может, он не сразу заметит, а когда вспомнит, то меня уже здесь не будет. Мы сидели уже примерно минут 30, и я буквально раз 30 посмотрела на то место, где у него мог быть хвост. Спустя еще 30 минут я заметила, как учитель активно вытирает пот, а его лицо начало приобретать зеленый оттенок. Он резко вскочил со стула и побежал в подсобку. Через несколько секунд вернулся в кабинет и начал активно что-то искать. Я замечала, как потоотделение на его лице только усиливалось, а зеленый оттенок на лице приобретал все более насыщенный цвет. Марк начал в буквальном смысле все переворачивать, а затем спросил меня, не видела ли я в этой комнате пробирку с жидкостью. Я понимала, что речь идет о той самой, которую я разбила. Я могла просто соврать, что не видела, но на секунду подумала, что той жидкостью могло быть его лекарство. И лучшим вариантом было сказать правду. После моих слов он резко забежал в свою подсобку и от спешки даже забыл закрыть дверь. Там происходили очень странные вещи. Кожа Марка стала полностью зеленой, и из-под халата появился хвост. Хвост! Представляете? Я не могла поверить в то, что сейчас видела. Мне хотелось уйти, но я решила остаться на тот случай, если учителю понадобится помощь. И плюс ко всему мне было очень любопытно, что же будет дальше. В подсобке учитель смешивал какие-то жидкости, переливая их из одной пробирки в другую. И в конце концов, все смешалось в ту самую жидкость, которую я разбила час назад. Марк выпил содержимое. Цвет его кожи снова стал человеческим, а хвост прямо на глазах испарился. Минуту он стоял, облокотившись о свой стол, а затем присел рядом со мной. Дальше я узнала то, во что до сих пор не могу поверить. Мой учитель – пришелец. И отрицать этот факт я не могла, так как еще 5 минут назад наблюдала его трансформацию в истинный вид. На нашей планете Марк находился уже более 5 лет. Да, я сразу вспомнила, что именно столько лет прошло с его приходом в нашу школу. Он появился после того, как в нашу школу пришел работать учитель химии – Мариус. И именно Мариус стал той целью, за которой Марк прилетел на нашу планету. Может, эта новость не сразу уложится у вас в голове, но мой школьный учитель – инопланетный захватчик.
цель которого с помощью школьной библиотеки и интернета украсть огромное количество информации с Земли и в дальнейшем использовать ее. Так как я уже и так видела очень много, Марк предложил мне помогать ему. Завтра у меня должно было быть занятие по химии, и моей задачей было отвлекать Мариуса, пока Марк будет готовить оружие. Мне было страшно, но я согласилась. Но только при одном условии. Он должен поставить мне экзамен автоматом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите в комментариях, получится ли у нас победить химика-захватчика. До скорой встречи! Привет, народ! Меня зовут Дэн, и у меня есть проблема. Мой папа стал женщиной. Не знаю, почему мне так везет на такое. Вообще, изначально все было нормально. По крайней мере, я так думал. Все стандартно. Мама, папа и я. Но где-то год назад я начал замечать странности в семье и частые ссоры родителей. Отец мог сутками не приходить домой и говорил, что на работе. Он у меня, кстати, врач, так что мы с мамой могли понять его. Но когда это начало происходить регулярно и часто, я бы даже сказал, слишком часто, было, что его неделю не было дома, то, конечно, мама устраивала ссору. Первое, что приходит на ум жене, у которой муж где-то пропадает днями и ночами, так это измена. Каждый день у нас начинался с ссоры родителей и заканчивался тем же. Мама уже напрямую спрашивала про любовницу, но отец отпирался. В один день отец ушел на работу, а день у него заканчивался в 6 вечера. Так мама решила к этому времени подойти к его работе и проверить, действительно ли он там. Я, кстати, решил тайком тоже пойти за мамой, но она не знала. В 6 вечера отец вышел с больницы, в которой работает, сел в такси и уехал куда-то. Мама быстро взяла такси и тоже поехала за ним. Слава богу, я был с великом и начал быстро крутить педали, чтобы не отставать. Отец проехал всего 3 квартала и вышел возле чего-то частного дома. Там его встретил мужик и взял у отца сумку, чтобы помочь. Примерно так же, как я беру сумку у девочек, но не суть. Отец с этим мужиком зашли в дом, а мама подошла к забору и смотрела в окно этого дома. А я из кустиков подглядывал. Сначала они просто пили пиво с сухариками. Я подумал, что отец просто уходит бухать. Но потом они начали целоваться. Господи, фу, сказал я себе. Честно, я даже не могу передать те эмоции. Точнее, боже, да я даже не знаю, как это назвать. Короче, мама как это увидела, то сразу села в такси и уехала домой. Причем со слезами на глазах. Отец вернулся домой в следующий вечер и позвал маму на разговор. Они закрылись на кухне и начали о чем-то разговаривать. Мне, естественно, стало интересно, о чем разговор, и пошел подслушивать. Отец начал матери рассказывать про себя и своего. Короче, он ей признался, что уже 2 года, как он осознал то, что ему нравятся мужчины, и вскоре он сделает операцию по смене пола. Если бы он имел в виду наш линолеум, сказал в тот момент я. Но нет, мой отец, или как мне его называть, действительно решил стать женщиной. Мама не стала его слушать, начала плакать и пошла выкидывать его вещи с балкона и выгонять его из дома. Он не спорил с ней и спокойно собрал то, что мама не выкинула, и ушел. Через полгода он заявился к нам домой, но уже в виде женщины. Мама назвала его, или лучше сказать, ее плохим словом, и даже на порог не пустила. Не знаю, почему она мне рассказала об этом сразу, обманывал долгое время. Я очень рад, что мама смогла найти себе другого мужчину, а то ей было очень трудно. Я очень расстроился, как и каждый пацан, если узнает, что его отец не натуральный. Но в эти моменты стараешься не злиться на него, а думать, как бы успокоить маму. И все же это моя история, хоть и не сильно обычная. Пиши в комментариях, если у тебя тоже такое было. Привет, меня зовут Леша. 10 лет назад я стал инвалидом, но смог не стать грузом для своих родных. Если все по порядку, то моя история началась с того, что я купил машину и решил работать таксистом. Все шло просто отлично. Я таксовал, приносил домой деньги, конечно, небольшие, но на жизнь хватало. Все было хорошо ровно до одного вечера. 21 июня 2009 года ко мне в машину сели 2 подростков. Они сразу показались мне странными и подозрительными, но я их все равно повез. Только потому, что понимал, что мне надо зарабатывать деньги, а не отказываться от них. Если бы я знал, что заплатить придется мне, то я бы их не пустил. Я отвез пацанов, куда им нужно было, и вместо денег получил пулю в спину. Они выстрелили в меня!
Очнулся я уже в больнице спустя неделю и услышал от врача забавную вещь. «Ходить вы больше, Алексей, не сможете», — сказал мне врач. Честно вам скажу, в данной ситуации мне больше было страшно не из-за того, что больше ходить я не смогу, а то, что теперь мне придется быть обузой для своих родных и близких. Я смотрел на их слезы и понимал, что просто так я на коляске сидеть не буду. Спустя неделю я наконец-то смог отправиться домой из больницы. Хоть какое-то счастье. А то там чокнуться можно. Не люблю вообще сидеть на одном месте. Мне сообщили, что этих отморозков нашли, и они будут наказаны в соответствии с законом. Это все отлично, конечно, но, увы, здоровье мне уже не вернуть. Честно говоря, дом ничем не отличался от больницы, только кормили лучше. А так ты сидишь себе в 4 стенах и слушаешь от родных и друзей, что жизнь на этом не заканчивается, все будет хорошо. Вот сколько людей тоже ходить не могут, и живут же. Короче, они скорее успокаивали себя, чем меня. Я привык к этому еще на первой неделе после операции. Вопрос стоял в другом. Как мне найти работу? И кто меня вообще возьмет такого? Кому нужен инвалид? Да никому он не нужен. Еще недельку посидев дома, я так ничего и не придумал. Каждый вечер я читал книги, и чтобы не уснуть, я просил маму приготовить кофе. Один раз, ради интереса, я спросил цену за 1 пачку этого прекрасного напитка. Узнав цену с магазина, мне стало интересна его реальная цена. Я залез в интернет и увидел, что реальная цена на эту пачку почти в 2 раза ниже, чем та, за которую мы купили. Тут мне пришла просто шикарная идея заняться, так сказать, бизнесом. Покупать кофе за дешевую цену и продавать его в 2 раза дороже. У меня были небольшие сбережения на черный день. Я так понял, что он у меня настал. В итоге я заказал кофе на все свои деньги. Итак, у меня дома лежала гора пачек кофе, но с ними надо было что-то делать, потому что вечно лежать у меня в квартире они не могут. Надо продавать. Но кто будет выходить продавать? Да и где? Мама не может, у нее основная работа есть. Бабушка, так же как и я, не ходит. Я не могу. Кто у инвалида будет что-то покупать? И я вспомнил одну вещь. Я родом из села, которое находится недалеко от нашего города. Незадолго до этого случая я ездил туда, чтобы навестить остальных родственников. И познакомился там на улице с одним пацаном. Ему было 16 лет. Родители у него алкоголики, поэтому его дом – это улица. Тут мне в голову пришла гениальная идея, что если отдать это все кофе этому парню, пускай продает его в селе. Там все равно толком магазина даже нет, а я буду приезжать каждую неделю и забирать выручку. Ну и платить ему зарплату, естественно. Так и сделал. Он был доволен, да и я тоже, а люди в селе еще больше. Недельный товар раскупили за 2 дня. Я понял, что вот она золотая жила. За заработанные деньги я накупил еще больше кофе. И так мой бизнес пошел вверх. Я наконец-то перестал себя чувствовать обузой. И меня это радовало. Так шли годы. Бизнес развивался. Я открыл магазин в этом селе. Кстати, продавцом там был этот же парень. Он просто не хотел уходить, потому что я платил ему хорошие деньги. За 10 лет продаж кофе я смог построить себе дом и могу обеспечивать всю семью. Кстати, 3 года назад я женился, и у меня началась супружеская жизнь. В общем, хоть я инвалид, но зато самостоятельный и успешный. Привет, мои дорогие. Меня зовут Серж. Я живу в многоэтажном доме со своей мамой. На моей лестничной площадке раньше жила семья, но они переехали. Неделю назад туда переехала влюбленная пара. Парня звали Руслан, а девушку Алина. Был случай, когда я выходил из квартиры, и в этот момент он тоже куда-то вышел. И мы с ним пересеклись и поздоровались. Одним словом, после его голоса у меня пошли мурашки по коже. «Бог ты мой», – подумал я, и немного стало не по себе. Я пришел домой и начал думать, что только что произошло. Скорее всего, просто показалось. Спустя пару дней я увидел, как Руслан и Алина гуляли возле дома. Я подошел к подъезду, сел возле него и начал смотреть на Руслана, не отрывая глаз. Так я просидел полчаса, пока они не зашли в подъезд. Я зашел с ними. Мы ехали вместе в лифте, и меня в жар кинуло, черт возьми. Я зашел домой и начал паниковать сразу. Со мной такого раньше не было, чтобы я такое испытывал к парню. Хотя и к девушке не было. Да за всю жизнь у меня не было ни одной партнерши. Вывод был здесь только один. И вы его знаете. Мне пришлось это признать. На следующий день я начал с ним активно общаться. Мы с Русланом пересеклись в торговом центре, и я предложил пойти выпить пиво.
Он был без Алины и согласился пойти попить со мной пивка. Мы сели за столик и начали активно общаться. Он мне рассказал, как они познакомились с Алиной, но мне было неинтересно, и я просто поддакивал. В один момент на его телефон кто-то позвонил, и он ушел, а я остался там и чуть ли не заплакал. По-моему, я влюбился в своего соседа. Следующим вечером я вышел погулять на улицу и увидел опять, как они гуляют. Меня это бесило немножко, но надо было сдерживаться. Спустя неделю мы опять с Русланом пересеклись и снова пошли попить пиво в кафешку. Мы опять разобщались отлично. Спустя время мы были уже пьяненькие, и я по глупости положил его руку на свою и сразу же пожалел об этом. Руслан резко встал и сильно ударил меня по лицу и ушел. Все вокруг были в шоке. Да и я тоже, конечно. На следующее утро мы опять встретились в подъезде. Я подошел к нему, чтобы извиниться, на что он мне сказал: если я еще раз подойду к нему, то будет плохо. Спустя пару дней они переехали. Я очень много времени переживал и злился на себя. Впоследствии я, конечно, был аккуратен с парнями, но, слава богу, я такой не один в этом мире, и через некоторый промежуток все же нашел себе партнера.